Всем огромный привет! Очередная серия начинается. Сегодня будет начало глобальной стройки, а вернее пристройки. Хотим оборудовать немного веранду, чтобы можно было там и кушать уже по осени, потому что здесь будет прохладно. В общем, заняться именно верандой. Там сейчас категорически бардак, но надо заниматься именно ей, потому что настало время. Так, что же мы хотим? Мы хотим убрать полностью вот эти вот двери, которые были прикреплены, обшить здесь OSB, внутрь положить линолеум и, в принципе, трубы покрасить. Все это вот я как раз сегодня, несколько дней потрачу на модернизацию небольшую нашего балкончика. Рамы надо будет у окон покрасить, сами рамы отдраить. В общем, вот такая работа глобальная, еще одна предстоит. Вот это окно буду убирать. В нем нет надобности, поэтому его будем убирать. Что ж, очередная серия начинается. Погнали. Ну что ж, сначала пришлось прибираться непосредственно в том месте, где будет происходить ремонт. Мы с женой вынесли весь мусор, все ненужные вещи, ну а со стен я выкрутил все ненужные болты. Ну что ж, вот так теперь выглядит. Все двери убрали. Все всякие тряпки. Вот тут окно. То есть вот эту часть надо будет полностью делать. Вот сюда надо будет дверь делать. Постараться сделать, но ее потом уже, когда будет все готово. Сейчас основное, что у нас? Все вымести, все паутины, все промыть хорошо. Потом, чтобы это все просохло. Ну вот это, конечно, все вынесем. И, соответственно, потом уже надо будет красить столбики все, после того, как прикрепим крепления. Крепления буду использовать такие же на железку, как забор, когда делал, видео есть на канале. Вот. И, соответственно, потом уже будем дальше все это дело обрабатывать. Ну что ж, погнали. Так, не спеша, с помощью шуруповерта и специальной накладки я очистил старые окна от старой краски. Ну а после этого произвел влажную уборку. Отмыл окна от пыли и грязи, ну а также сделал влажную уборку пола. Что ж, влажную уборку сделал. Пусть пока подсыхает, как раз солнышко сюда светит. Но я сейчас буду вот эти крепежи сюда прикручивать. Сейчас один прикручу, натяну ровненько. Остальные прикручу. И еще один ряд внизу будет. Сейчас этим и займемся. Следующим этапом был монтаж конструкции, на которую я буду в дальнейшем крепить OSB панели. Как я уже говорил ранее, я буду использовать тот же самый крепеж, как и на заборе. Все, одна прикреплена, никуда не денется, стоит нормально. Сейчас сделаю вторую, и можно будет OSB-шку прибивать. Фу. Что ж, ребятки, первый этап закончен. Сегодня я еще сейчас буду красить все столбы. Купил краску эмаль на водной основе акриловую. Вот, шоколадного цвета. Покрашу столбы и внутреннюю раму покрашу. И на этом, наверное, сегодня все, хватит. А завтра, когда все подсохнет за ночь, начну обшивать уже OSB-шкой непосредственно саму веранду. Вот такая красочка. Цвет шоколад. Сейчас размешаем. Шоколад от слова шик.
От слова шок. Тогда шоколад. Шоколад. Так получилось у меня. Ну, такой приятненький цвет. Молочного шоколада, я бы сказал, больше. Прокрасить данную конструкцию не составляло особого труда. Пройдясь с внешней и с внутренней стороны, я быстренько покрасил все столбы. Ну и в этот вечер мы еще успели расстелить линолеум, который заказали заранее. Ну все, дело к вечеру. Расстелили линолеум, чтобы можно было сейчас сложить какие-то вещи сюда. Ну и вот так, собственно, будет. Сейчас я его закреплю по краям, там идет брус деревянный. Саморезами закреплю. В принципе, для веранды, для такой летней пойдет. Следующий день. Вчера начал обшивку. Вот, не заснял, правда. Ну, сейчас продолжу, вы посмотрите. Ну, сегодня с утра ездил на рыбалку. Рыбалка была во. Кому интересно, можете посмотреть. Я думаю, она уже вышла на моем канале. Лещандрики такие огромные клевали. Просто вообще пушка-бомба. Надо будет его еще закоптить. Но сейчас продолжу обшивать. А потом мне надо будет здесь какие-то полочки придумать. Здесь есть вот такие крепления железные. И вот сюда надо будет какие-то полки придумать, мне кажется, чтобы были. Ну а далее пошла работа по закреплению USB панелей к той конструкции, которую я сделал вчера. Крепил я все на саморезы по металлу со сверлом длиной 35 мм. Время от времени я охлаждался в бассейне, потому что было очень жарко. Ну что ж, очередной этап закончен. Сегодня много работы не делал, потому что был, как я говорил, уже на рыбалке. Еще впереди 2 дня выходных, так что можно будет еще обустроить. И, конечно же, я вам это все в этом видео покажу. Очередной день, выходные. И я продолжаю делать веранду нашу. Вот взял старую дверь, которая была раньше в домике. Отодрал фанеру. Вагонка здесь была, она была достаточно тяжелая. Сейчас мне ее надо немножко укоротить. И обошью тоже USB. И с внешней стороны будет она один в один, как наши стены. Ну а теперь вот так вот сейчас USB прибью. Надо будет отрезать. И все. И будет пушка-бомба. Красота. Ну что ж, посадил на петли дверь. Вот так получилось, в принципе. И сейчас останется мне вот здесь доработать.
Я специально сначала посадил на петли, а потом сейчас буду дорабатывать. Вот и старая дверь пригодилась. Все идет в хозяйстве. Ее можно будет также коричневой краской изнутри покрасить, например. А снаружи уже, когда дом будем красить, все вместе покрасим. В принципе, петли хорошие, все нормально держится. Сейчас только надо еще снять, смазать, и все. Я думаю, мы в этом году до веранды не доберемся. У тебя прыскает как сильно. После установки двери осталось несколько штрихов. Я прикрепил ручку, прикрепил ушки для замка, ну и после всего этого я стал готовить ужин. Ну что ж, настало время закоптить вот этого лещика классного, которого я поймал на рыбалке. Что ж, рыбка готова, давайте посмотрим. Ну а в итоге вот так мы обустроили нашу веранду. Справа, как я и говорил, сделал полки под различные овощи и вещи. Что ж, друзья, на этом очередная серия подходит к концу. Веранда готова. Ну и стало, конечно же, гораздо лучше, чем было. В любом случае, это гораздо лучше, чем было. На этом все. Всем пока, до новых встреч. Встретимся на даче, встретимся на рыбалке, встретимся в путешествиях. Всем пока.